Рано утром мы приехали на вокзал Кингс-Кросс, чтобы отправиться в наше маленькое новое путешествие. Я люблю брать завтрак с собой в поезд. Для Ромки я приготовила гречку, а для нас бутерброды, которые я успешно забыла дома. Что, Ром, любимая гречка? Нам очень повезло с погодой, и из окна поезда открывались красивые виды на солнечную Англию. Через 3 часа мы прибыли в город Йорк. Уже на вокзале я поняла, что город мне точно понравится. Городу практически 2000 лет, и он, конечно же, впечатляет своей красотой и историей. Очень красиво. Очень красиво. Кафедральный городской собор – один из крупнейших готических храмов в Северной Европе. Но мы его решили не посещать, потому что на этот день у нас было запланировано еще несколько музеев. Смотри, это получается карта Йорка. Вот он, этот собор. И смотри, он такой же огромный, как вот был. О, смотри, какая. Собор строили практически 250 лет и закончили его в 1472 году. Да, горгульи. Вот такие штуки торчат под башней. Смотри, вот видишь, там 3 штуки торчат, там 3 штуки. Часть собора находится на реставрации. Ну вот, скульптуры для реставрации. Смотри, Ром, у него во рту лягушка. Класс, смотри, это вот подготовили и будут устанавливать на... А здесь предлагают, Рома, 3 фунта пожертвовать на реставрацию. Даже не знаю, сколько раз я сказала «очень красиво» за время этой прогулки.
Не знаю, что мне больше всего понравилось в этом городе, его история, архитектура или его витрины. Это как отдельный вид искусства. Просто можно бродить по городу целый день и заглядывать в разные магазинчики. Они такие красивые, они такие уютные. Даже жалею, что себе ничего не купила на память. Витрина это прям отдельная. Смотри, малыши вообще как настоящие. Что-то вот этот малыш проблемы. Не, мне такие малыши не нужны. Тебе мне нравится контик. Булочка. Да. А медведи-то какие? Довольны мы лягушами? Королевский театр, да? Йорка. Написано. Мне так нравится этот мох на... Первым делом мы отправились в музей. В саду музея можно рассмотреть руины аббатства, которое было разрушено в 1539 году. Даже руины производят большое впечатление. Сам музей мне показался небольшим, но при этом он был очень интересный. В музее хранятся находки римских времен, времен викингов и даже окаменелости. Для детей показывают небольшие мультики, которые могут более интересно рассказать детям историю. Я уже много раз говорила о том, что меня восхищает, что в музеях очень много активностей для детей. Но в этом музее, мне кажется, было активностей больше всего. Например, можно было попробовать построить здание, почитать книжку или разуться и пройтись босиком по древней мозаике. Что Рома с удовольствием и сделал, а после него и я прогулялась по этой древней мозаике. Очень тяжело передать ощущения. А еще можно было примерить разные наряды тех времен. И, наверное, это была самая интересная забава. Детям предлагалось еще поиграть в игровой зоне и представить себя викингами, которые нападают на древнюю Англию. Какой-то копченостью как будто. В секции, посвященной биологии и палеонтологии, мне как будто бы не хватало экспонатов. Но мне понравилось, как они это обыграли. Было очень красиво и интересно. Ну и, конечно же, опять была интересная зона для детей, где они могли собственноручно попробовать откопать некоторые экспонаты.
На втором этаже небольшая выставка, но безумно красивая библиотека. Мы сделали там пару красивых кадров. И, кстати, там, опять же, есть детская игровая зона, но, мне кажется, уже более для малышей. Сад красивый. Наверное, весной вообще очень красиво. Опять же, вот под снег. Как только мы вышли в город, Рома стал проситься прогуляться по римским стенам. Но уже только после музея мы смогли это сделать. Открывается красивый вид на город, и в принципе что-то в этом есть. Гулять по этим древним стенам, которые когда-то защищали город. После прогулки по стене мы отправились в Национальный железнодорожный музей. Музей находится в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Йорка. В отличие от первого музея, вход в этот музей был бесплатный. В музее выставлена коллекция из более чем 100 паровозов и около 300 единиц другого подвижного состава, практически все из которых эксплуатировались на железных дорогах Великобритании или были построены в этой стране. Пойдем, да? С одной стороны, масштабы музея поражают, но как будто бы чего-то не хватает, как будто бы все-таки мало пространства, хочется еще больше рассматривать, гулять, а территория мне показалась небольшой, хотя там даже представлены миниатюры и даже есть библиотека. Но совсем разочаровал магазин с сувенирами, практически нечего выбрать. Что-то вроде библиотеки. В музее даже было что-то вроде детской площадки, но детей там было очень много, поэтому Рома сразу сбежал. После музея мы планировали пообедать, но мы совсем не планировали столько времени потратить на то, чтобы искать ресторан. Как-то нам совсем не пришло в голову, что Йорк – популярный город для туристов, и все заведения были переполнены. В следующий раз мы это учтем и будем бронировать ресторан заранее. Потому что мы чуть не остались без обеда. С нами ходил уже недовольный ребенок, который очень устал, хотел поесть. И мы просто сели в первое попавшееся заведение, которое было доступно.
Также мы были очень удивлены, когда мы заходили, как нам казалось, в ресторан, а нам говорили, что кухня закрыта, хотя это был обед. И здесь подают только коктейли. По-моему, мы его уже видели. Боже мой, как это красиво! Уже 5-е заведение, мы не можем сесть пообедать. Все злые. Но все же мы нашли маленький ресторанчик, в котором подают только бургеры. Это, конечно, не моя любимая еда, но я сдалась, ребенок уже был без сил. В железнодорожном музее Рома выбрал себе как сувенир игральные карты с очень красивыми иллюстрациями транспорта. И это оказался хороший сувенир, мы потом ими очень часто пользовались в этой поездке. Так, Какой неплохой дом. 330, Ну, отлично. 485, а вот тут вообще почти целый замок за 599. Так, а я... Рассматривать объявления с ценами на жилье – это наше любимое развлечение в разных городах. Смотри, какой домик за 275. 699. Да, Вот и это деньги будет однушка внутри. вообще. Ну, будет вот двушка в этом самом, Всё, как Вилсден Грин, но пошли, потому что... Заселение в отель у нас было в 3 часа, а так как мы на ногах с 6 утра, мы очень устали, и мы решили отправиться в отель не просто закинуть вещи, но и немного отдохнуть. О, молодец. Ну, почти. Оп. Эх, чуть-чуть. Так, давай смотри. Цветы. Давно не были. О, Рома, у тебя отдельная кровать будет. У нас вид на воду. Сейчас. Вау. Класс. Теперь мы на вечернюю прогулку, да, Рома? Вечером Йорк еще прекраснее, появляется какая-то сказочность. Первым делом мы отправились на улицу Шэмблс. Чем же она так знаменита? Говорят, что именно на этой улице снимался отрывок Гарри Поттера «Косая аллея». Но на сайте Йорка говорят, что нет, фильм здесь не снимался, улица послужила лишь вдохновением. Но это совсем не мешает туристам верить, что улица немного волшебная. Ну и обстановка здесь соответствующая. В магазинах можно купить себе волшебную палочку, а можно купить шоколадную лягушку или конфеты со вкусом ушной серы. В это время большая часть магазинов была закрыта. Я знаю, что днем во все магазины стоят огромные очереди. Конечно, Рома немного был расстроен, что он не может купить себе конфеты.
Но именно вечером эта улица кажется какой-то магической. А потом мы продолжили просто гулять по городу, уже не строя никаких планов. Наверное, это туристическое место, если тут не живут бомжи. Так они, наоборот, будут поближе к туристам держаться, чтобы они быстро давали деньги. Здесь могут быть бандиты. Они богатые. А это дом, которому больше, чем 700 лет, представляете? И в нем даже есть магазинчики. И кто-то наверняка там живет. I'm picking up books to get inside the heads of the ones who have been Как это не было? Потому что мы тут были. Тут, видишь, ярмарка была. Да, деревья красивые. А представляешь, наверное, их и летом так оставляют. С такими подсветками? Да. Почему нет? Надо тогда будет летом еще раз сюда. Ну, да, летом мы еще много городов объедем. С бабушкой Томой? Да. Ты думаешь, она столько сможет пройти пешком? Я же смог. Тогда хорошо. После того, как мы вернулись в отель, конечно же, мы сели играть. Научили ребенка играть в дурака. Теперь мы играем постоянно.
Хочу вам сейчас быстро рассказать, что нам пригодилось в поездке, что прям классно и чего нам не хватало в поездке, именно из того, что мы взяли с собой. Мы взяли с собой термос, он у нас на пол-литра где-то, и мы поняли, что нам его маловато, если мы планируем дальше так ездить по городам на короткие поездки, там с одной ночевкой, то пол-литра маловато. Мы взяли с собой, как всегда, Икея выручает, икеевские стаканчики, чтобы пить кофе, чай в дороге очень удобно. Чего нам не хватило, так это приборов. Мы с собой не взяли ни ложку, ни вилку, ни нож. Ну, с ножами тут вообще отдельная история, лучше их с собой не брать. Но мы одолжили ложки, вилки и деревянный нож в магазине, и это нас выручило. Также классно с собой брать в такую поездку, особенно если вы едете с ребенком, настольные игры. Это понятно, что можно поиграть в поезде, но мы играли в отеле утром, вечером. Эту игру я вам уже показала на видео, что очень интересная и классная игра. Но что мне больше удивило, Рома выбрал вот такие вот карты в музее. И мы научили его играть в дурака. И все, мы теперь только в него играем. Я думаю, мы даже сможем поиграть в поезде, как обычно люди это и делают. И сейчас мы собираем вещи, еще немного погуляем по городу и отправимся на поезд обратно. И опять же, нам пригодится наш термос. Мы туда нальем сейчас чай, который предоставляет, кстати, отель Йоркш, пожалуйста. И этот чай у нас продержится горячим до нашего поезда. Конечно, чай или кофе можно купить с собой в стакане, но я не люблю вот это вот: несешь стакан, он горячий, у тебя еще вещи, ребенок, ты ищешь поезд. Термос в рюкзачке спокойно ждет своего часа, ты спокойно садишься, разливаешь по стаканчикам и пьешь горячий чай. И всегда с собой, если даже на прогулке ты как-то устал, не хочешь идти в заведение, с чем мы столкнулись с проблемами, здесь все просто забито. Налил, горяченький, классно, но надо купить побольше на литр, потому что пол-литра, конечно, вообще нам не хватило. Ну и в принципе все. Здорово иметь с собой какие-то приборы, термос, игры. И в следующую поездку мы обязательно все это учтем. На следующий день мы вернулись на улицу Шеблс, потому что Рома хотел купить волшебных конфет. Рома хочет конфет. Ну-ка. Это с разными вкусами они будут? И как вот это вот со вкусом сопли? Последним пунктом нашей культурной программы был музей викингов. Наверное, это самый необычный музей, который я когда-либо посещала. Мы спустились вниз, и мне сначала было непонятно, почему люди стоят в очереди. Но пока ты стоишь, специальный человек тебе рассказывает о всех находках и то, что вы сейчас увидите в музее. Когда подошла наша очередь, я была просто поражена, что, оказывается, тебе не нужно ходить по музею. Ты усаживаешься в кабинку, как на аттракционах, перед тобой мониторы, на котором ты можешь выбрать язык, на котором будет говорить гид. И едешь сквозь деревню викингов. Избран последний
последний король викинг Йорвика Эрик Кровавая Секира, город необычайно преобразился. Кровавая Сотни церкви и дома, выполненные в новом архитектурном стиле. Кроме того, что в музее полностью передают обстановку жилья и быта викингов, они еще передают запах. Вы себе представляете? Запах. Если ты едешь мимо дома с животными, пахнет животными. И если ты едешь мимо рыбака, пахнет рыбой. Разные запахи. Но мы проезжали даже туалет. Дед подчеркнул, как играть в давлей, аналог шашек. Ничего себе! Аналог шашек? Мы обнаружили деревянную доску и множество фигурок из кости, Ром, смотри. и слоновой кости. Видимо, игра пользовалась популярностью. Даже Теперь тут вернемся к шахматы и судами, пришедшими сюда из Северного моря. Посмотрите, как этот человек разделывает рыбу. Его лицо было восстановлено по найденному в Йорке черепу. Вы еще увидите, что если бы немало каких-то настоящий принц. Многочисленных улиц города, в котором проживало более 10 тысяч жителей. Улицы Йорвика покрыты грязью и отходами, изрыты телегами, ось викингов или синдром Дюпуэтлена. Видите, у него на руках не разгибаются некоторые пальцы. Это генетическое расстройство и недовольное наследство, проявляющееся, как правило, у мужчин среднего возраста. Считается, что оно пошло от викингов, которые в процессе... Как выполнены люди, на меня, конечно, произвело впечатление. Они словно настоящие, словно живые. Прогулка наша длилась по музею не очень долго, но, наверное, это самый необычный и самый интересный музей, который я когда-либо видела. В музее есть также небольшой зал, где можно посмотреть на то, что когда-то нашли при раскопках и о чем нам только что рассказывали в поездке. Ну а на выходе из музея, конечно же, был сувенирный магазин. Браслеты. Это нет. Даже колечко. Если в железнодорожном музее мы не могли придумать, что нам купить как сувенир, то в этом магазине разбегались глаза. Вообще, вот классные сувенирные, вот это я понимаю. Угу. Да? Поворачивайся тогда. Да? И тебе очень идет, Ром. Everything will ask for an end. The rage has come. I felt so young and never called the name you. Мне кажется, у меня есть в синей части. Так, где-то здесь наш итальянский ресторан. Да. В воскресенье оказалось намного проще найти ресторан для того, чтобы пообедать. Теперь самое время отведать волшебных конфет. Сладость или гадость? С чем хочешь, чтобы тебе попалось? Я знаю. Ну-ка, давай. Мне еще ребят. Ты знаешь, какой на вкус червяк? Знаю, не знаю. Что это такое? Это козявка? Что это, вау? Вообще, гадость такая. Что это такое? Козявка? Я думаю, тут типа ушная сера они так сымитировали вообще. Попробовать. Все,
Вот такой вот, мам. Мне кажется, Нет, тебе все, будет. смеха хватит. А потом мы прочитали, что мне досталась конфета со вкусом мыла. Я скептически относилась к этой покупке, но пробовать разные конфеты было очень весело и забавно. После обеда мы еще немного погуляли по городу, зашли в несколько антикварных магазинов. У нас главный ценитель таких магазинов – это Рома. Че вот есть? Рома ушел из магазина с находкой. Вот, кстати. Коллекционная машинка, которой больше 20 лет. Смотри, какая рыба. Слушай, это военный десант. Life's so easy to pretend, but everything will ask for an end. The rage has come. I felt so young and never called the name you wore. From ash to glow, I fall in love. I fall in love. Ну все, наше путешествие подошло к концу. Надеюсь, вы посмотрели все видео, надеюсь, вам понравилось. И если вам нравятся такие видео, напишите, пожалуйста, мне об этом, потому что мы планируем ездить по разным городам Великобритании. И я тогда буду снимать для вас целую серию таких видео. И мне бы было важно знать обратную связь. Добро пожаловать на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!